обычным людям кажется, что не может быть столько разных пожирателей, столько всевозможных людоедов. Ну никак не может быть. Но это обычным людям. Но не мне, выдающемуся монстроведу. В мире существует несколько сотен монстроведов. Я уверен, что даже вы знаете некоторых из них. Например, босса Кошкина. Все монстроведы, как правило, специализируются по каким-то определенным монстрам. То есть они являются специалистами по определенным типам монстров. Например, по зомби, зомбоведы, вампирам, вампироведы или вампиристы, SCP-объектам, SCP-сты. Есть монстроведы широкого профиля, те изучают всех монстров. Что касается меня, хоррор-мейкера, то я являюсь специалистом по монстрам Тревора Хендерсона, SCP-объектам и главным образом по пожирателям. Тут мне равных нет. Если какой-нибудь монстровед захочет проконсультироваться по пожирателям, он обязательно обращается ко мне. Не мудрено, вы ведь видели уже много роликов о пожирателях, которые я создал, да? Это Smile Room, Поезд-людоед, Горка-пожиратель, Ванна-пожиратель 1, Ванна-пожиратель 2, Лифт-пожиратель, Унитаз-пожиратель, Томограф-людоед, Телефонная будка-пожиратель, Дед Мороз-пожиратель, Такси-пожиратель, Радиатор-пожиратель, Куртка спасателя-пожиратель, Пианино-пожиратель, Люк-пожиратель. Ссылочку на плейлист с роликами о пожирателях все желающие могут найти в описании к этому ролику, а также зайти по этой ссылочке. А кроме того, я единственный в мире специалист по слоям. Хотя я и знаком с некоторыми людьми и существами, в том числе с монстрами, которые тоже, как и я, умеют перемещаться по слоям. Но, как вы понимаете, перемещаться это одно, а быть специалистом это другое. Кстати, если вы хотите всегда быть в курсе моих удивительных исследований и видеть результаты, которые я получаю, поскорее подписывайтесь на мой дивный канал и не забудьте нажать колокольчик, выбрав все. Так, ближе к делу. Расскажу вам о результатах моего последнего исследования. А дело было так. В одном городе существует хорошая стоматологическая клиника, точнее сеть клиник, очень хороших, где прекрасно лечат зубы и делают супер классные искусственные зубы. Так вот, в одной из клиник этой сети пропал стоматолог, зубной врач. Он просто-напросто не вышел на работу. Нет его день, нет второй, нет неделю. Коллеги начали беспокоиться, обратились в полицию. И не просто в обычное районное отделение, а в лучший следственный комитет. Комитет начал проводить расследование и накопал такое. Итак, все по порядку. Сначала стали выяснять все про этого стоматолога. Он приехал в этот большой город из другого маленького городка. Жил один, без семьи.
Когда его брали на работу, не стали проверять его рекомендации, удовлетворились наличием диплома об окончании медицинского института. Причем это был так называемый красный диплом, то есть диплом с отличием, что говорило о том, что молодой человек был прекрасным специалистом. Но все оказалось не так просто. Собирать информацию стали по нескольким направлениям. Опросили соседей этого зубного врача, опросили всех его коллег по работе, и вот что выяснили. Оказалось, что диплом был поддельным, а не настоящим. Молодой человек купил его где-то, а на самом деле он учился довольно посредственно, можно даже сказать плохо. Кроме того, соседи молодого зубного врача дали показания, в соответствии с которыми у этого мужчины явно прослеживались садистские наклонности. Он мучил и, возможно, даже убивал бездомных животных. А что же рассказали соседи по работе? Когда к этому дантисту приходили пациенты, то почти все из них кричали, когда он лечил им зубы. И особенно плохо он лечил детей. Делал им больно. Причем, как выяснилось, просто потому, что не старался быть внимательным, сострадательным. Чужая боль его совершенно не волновала. А разве может врач быть невнимательным к чужой боли? Конечно же нет. Такого быть не должно, согласны? Если согласны со мной, жмите на лайк. А еще лучше, если поделитесь роликом со своими друзьями. Ну, чтобы они были в курсе. Да и подписаться не мешало бы. Тогда будете узнавать о различных других монстрах и слышать много разных лепко-историй. Однажды к этому врачу пришел на прием мальчик с мамой. Мальчику было 10 лет. Ему нужно было удалить плохой зуб. И этот пропавший врач сделал мальчику так больно, что тот бедный очень сильно кричал и очень испугался. Когда мальчик ушел, этот зубной врач сел в старое кресло дантиста, которое стояло в клинике, в комнате отдыха. Да, там было вот такое кресло, которое я сейчас вам покажу. Я его уже слепил. Как вы видите, такое обычное стоматологическое кресло. Чистенькое, аккуратненькое, немного устаревшее, но очень удобное. Вот такое кресло. И что с того, подумаете вы? А вот что. Когда следователи не нашли никаких следов пропавшего зубного врача ни в его доме, ни в его квартире, ни на работе, нигде, они стали очень внимательно, очень тщательно изучать его кабинет, а потом комнату отдыха. Их заинтересовали какие-то маленькие пятнышки на старом кресле дантиста, стоявшем в комнате отдыха в клинике. Они взяли образцы этих пятен, а оказалось, что это были остатки засохшей крови, почти невидимые. В квартире пропавшего дантиста они нашли остатки его слюны и волос. Сделали анализ ДНК. Оказалось, что среди пятен крови была и кровь этого зубного врача. Но не его одного. Начали копать дальше и выяснили, что на протяжении последних 80 лет пропало еще несколько стоматологов. Причем все они были одинокими людьми, и обстоятельства их пропаж были в высшей степени странными. Они не получали зарплату, никому ничего не сообщали, просто внезапно пропадали и все. В общем, всю информацию быстренько засекретили, но мне через знакомых следователей удалось докопаться до истины и узнать, как все было на самом деле. Короче говоря, это старое стоматологическое кресло оказалось креслом-пожирателем, поскольку оно было технически устаревшим, его не использовали в работе. Но сотрудники часто сидели в нем и отдыхали в перерывах. Оно было очень удобно. И сидеть, расслабившись в этом кресле, было очень приятно. Приятно-то приятно, но, как оказалось, небезопасно. То есть небезопасно не всем, а только тем, кто делал пациентам больно.
кто не заботился о том, чтобы посещение стоматолога было комфортным, безболезненным и приятным. Иными словами, хорошие внимательные врачи совершенно не страдали. Кресло-пожиратель их не беспокоило. Но стоило в кресло сесть горе врачам, все, им приходил конец. Тут же. Это происходило почти моментально. Кресло высовывало свои зубы, которых у него, кстати, было не так уж и много, быстро расчленяло жертву, а потом растворяло расчлененные части тела специальным раствором, которое выделяло из себя одновременно с зубами. Это все происходило так быстро, что практически никаких следов не оставалось. Вот такие пироги, мои дорогие друзья. Что я вам могу посоветовать? Во-первых, расслабьтесь, вам ничего не грозит. Во-вторых, учитесь хорошо, не покупайте дипломы. В-третьих, заботьтесь о том, чтобы людям не было больно, не доставляйте никому боли. Ну и наконец, если вдруг встретите старинное стоматологическое кресло, то не садитесь в него, если вы знаете, что сделали кому-то больно. А то кто его знает. Понравилась моя лепкая история? Тогда смело жми на лайк. Хочешь слушать другие интересные истории? Смело подписывайся. Тогда точно ничего не пропустишь. А на этом прощаюсь с вами. С вами был Хоррор Мейкер.